В отдаленных областях нашей Солнечной системы за орбитой Нептуна скрываются древние миры, покрытые вечным мраком и лютым холодом. Эти тела остаются малоизученными и загадочными, поскольку до недавних лет их тайны были недоступны исследовательским миссиям, среди них карликовая планета Плутон, долго считавшаяся безжизненной, инертной и полностью замерзшей массой. Однако новые данные продемонстрировали, что она гораздо сложнее и динамичнее, чем представлялось раньше. На Плутоне обнаружились возвышающиеся ледяные вулканы, огромные конгломераты замерзших веществ, выбрасывающих содержимое наружу, а прибрежные горизонты словно окутаны тонкой прозрачной дымкой атмосферы. Поблизости располагается меньший объект – Айротх, который исследователи считают реликтом, сохранившим следы ранней эпохи формирования Солнечной системы. Этот объект, напоминающий сплюснутого снеговика с двумя компонентами, таит подсказки о происхождении планетных форм. Какие глубинные загадки таит этот холодный мир? Что определило его необычную форму и какие тонкие космические силы воздействовали на его структуру? Самое интригующее – возможно ли в таких слоях существования каких-то форм жизни? Здесь мы рассмотрим свежие научные выводы о Плутоне Айротхе, двух удаленных загадках на окраине нашей системы, на рубеже космической гипербореи. Когда автомат NASA New Horizon пролетел мимо Плутона в июле 2015 года, это событие произвело революцию в представлениях об этом далеком теле. Раньше его считали замерзшей, безжизненной глыбой ледяных и каменистых материалов. Космический аппарат показал, что Плутон – значительно более сложное тело с богатой и активной геологией. Одно из наиболее поразительных открытий – сеть гигантских криовулканов, которые превосходят все ранее известные аналоги в системе. В марте 2022 года анализ данных выявил, что в юго-западной части, рядом с яркой сердцевидной областью, находятся огромные куполообразные горы. Эти массивы имеют бугристую текстуру поверхности и, по сути, представляют собой гигантские ледяные образования. Одна из таких гор, называемая Риг-Майкл, поднимается примерно на 3 мили, около 4,8 километра, и имеет диаметр порядка 90 миль. По объему эти образования сопоставимы с крупными земными вулканами, такими как массива Мауна-Наоа, но состоят из замороженных смесей воды, метана и других летучих веществ. Исследования показывают, что эти льды покрыты слоями из смешанных компонентов и не связаны с привычным магматизмом огненных вулканов. Все это делает их уникальными, а их относительная молодость особенно интересна. Вокруг них почти нет ударных кратеров, что указывает на недавнее происхождение, возможно, лишь несколько сотен миллионов лет или менее. Некоторые ученые предполагают, что криовулканы остаются активными, медленно выталкивая из недр полузамерзшие материалы и преобразуя рельеф. Это открытие ставит перед наукой важный вопрос. Как возникло подобное активное молодое образование на столь маленьком, далеком и холодном теле? Ведь Плутон примерно 2/3 по ширине от Луны и удален от Солнца настолько, что внутреннее тепло должно было давно угаснуть. Тем не менее, наличие гигантских ледяных вулканов указывает на остаточное тепло и поддерживающую геологическую активность, что является ее источником. Одни исследователи предполагают наличие радионуклидного запаса в недрах, который продолжает выделять тепло. Другие предполагают присутствие внутри компонентов антифризов, например, аммиака, понижающего точку замерзания воды и позволяющего существовать
жидким слоям подо льдом. Исследуются и прочие механизмы, которые объясняли бы существование подледных океанов и скрытых геологических процессов у таких холодных тел. Анализ материалов New Horizons ясно показывает, ледяные вулканы Плутона не капризные аномалии, а свидетельство того, что этот далекий, казалось бы, застылый мир хранит внутри себя активность, аналогичную юношеской. Он способен изменять поверхность и, возможно, создавать условия, пригодные для форм жизни в будущем. Во время пролета New Horizons зафиксировал множество новых деталей, огромные трещины, разломы и впадины, которые явно указывают на внутреннее смещение. Эти разломы трактуют как следствие растяжения и разрушения ледяной коры под действием внутренней динамики. То, что видно на поверхности, это не случайные щели, а глубокие структурированные раны, предполагающие, что в недрах медленно замерзает огромный океан, возможно, уникальный для нашей системы. Под слоем льда может сохраняться жидкая вода, медленно превращающаяся в лед и вызывающая рюриге расширение коры и трещинообразование. Как известно, вода при замерзании увеличивается в объеме, и такой процесс может приводить к образованию многочисленных разрывов. Визуальные данные подтверждают, что поверхность Плутона неоднократно разрушалась и растрескивалась вследствие этих процессов, демонстрируя сложную внутреннюю динамику. Однако важный нюанс – нет убеждающих признаков полного замерзания подледного океана. Полное остывание и переход воды в плотный лед типа лед-трие вызвало бы выраженные деформации коры, прогибы и втягивающие структуры. Но таких следов не обнаружено, что поддерживает гипотезу о том, что жидкая вода все еще может присутствовать подо льдом и находиться в состоянии, близком к жидкому. Этот факт лежит в основе предположения о существовании подледного океана на Плутоне. Он подразумевает, что в глубинах достаточно тепла, чтобы вода оставалась жидкой миллиарды лет. Несмотря на экстремально низкие температуры поверхности, ученые предлагают разные механизмы удержания тепла. Во-первых, возможно эффективное теплоизоляционное покрытие из газовых гидратов или метановых льдов, которые замедляют утечку тепла наружу. Во-вторых, присутствие антифризоподобных соединений, таких как аммиак, позволяет воде оставаться жидкой при температуре ниже нуля. Также рассматривают сложные химические реакции, которые могли бы поддерживать тепло и создавать условия для подледных океанов. Все это позволяет вообразить Плутон не только как замерзшее тело, а как место с подводными внутренностями, скрытыми под толстым льдом. Такой образ сравним со спутниками вроде Европы или Энцелада, у которых имеются подповерхностные океаны. Если подледные воды служили источником энергии и химии, они могли бы представлять потенциальную среду для зарождения жизни, подобно тому, как это было на ранней Земле. Гипотезы о горячих этапах формирования Плутона, предполагающие мощные столкновения и сжатия в молодости, которые нагрели его внутренности и создали предпосылки для длительных подледных условий, делают его еще более интересным объектом изучения. На поверхности Плутона обнаружен тончайший слой атмосферы, слабая голубоватая пленка азота с примесью метана, создающая иллюзию эфемерной фазы и сменяемости в течение его 248-летней орбитальной цикличности. Эта газовая оболочка не просто тонкая вуаль, а свидетельство активного обмена веществ между поверхностью и воздухом. Газ то есть испаряется, то вновь оседает, словно планета дышит. За последние десятилетия ученые отмечали изменения состава и давления атмосферы.
В период приближения к Солнцу слой твердых газов субилировал и поднимался в атмосферу, увеличивая давление. Особенно заметные изменения начались после конца XX века, когда давление нарастало примерно в 3 раза за счет расширения объема атмосферного азота. Это показывает, что атмосфера Плутона не статична, а участвует в цикличных климатических процессах. Однако по мере отдаления от Солнца началось обратное. Давление стало падать. В 2019 году наблюдения показали сокращение плотности атмосферы более чем на 20%. Факт, который удивил исследователей. Методика наблюдений с использованием захода звезды позволила точно измерить уменьшение плотности и тенденцию к спаданию. Анализы указывают, что азот и метан начинают снова замерзать и выпадать на поверхность в виде инея. Процесс, который сейчас интенсивно моделируют. По текущим прогнозам, к 2030 годам атмосфера может фактически исчезнуть, превратившись в тонкий ледяной покров на поверхности. Этот временный спадный пипопад – редкое явление, открывающее возможность для изучения климатических циклов таких малых миров. В долгосрочной перспективе, когда полюс вновь окажется обращен к Солнцу, атмосфера, вероятно, восстановится, поскольку сезонные эффекты на таких расстояниях разворачиваются чрезвычайно медленно. Наблюдение за нынешним уменьшением давления – уникальный шанс проследить процессы, которые в другом месте длились бы миллионы лет, и понять, как климат подобных тел эволюционирует. Через несколько месяцев после выявления атмосферы астрономы отметили на поверхности Плутона наличие дюн, образований, внешне напоминающих пустынные гряды Земли. Эти дюны расположены на стыке огромной ровной ледяной равнины, именуемой планецией спутника, и высоких горных образований, достигающих сотен метров. Необычно, что песчинки здесь не песок, а замороженные метановые зерна, освещенные солнечным светом и переносимые слабой атмосферой. Несмотря на то, что давление в атмосфере Плутона составляет около 1 паскаля, то есть в миллионы раз меньше земного, процесс субилирования твердого азота вместе с метановыми кристаллами выделяет энергию. При этом небольшие ветровые потоки способны поднять и перенести частицы чрезвычайно малого размера, порядка сотых долей миллиметра. Там, где скорости ветра достигают примерно 22 миль в час, частицы поднимаются и формируют гряды, похожие на дюны. Эти структуры, вероятно, состоят из замерзших метановых зерен, образовавшихся в горных зонах и перекочевавших под действием ветра. Исследования указывают, что такие ветровые процессы могли работать и ранее, формируя эти относительно молодые образования возрастом не более полумиллиона лет. Механизмы образования дюн демонстрируют, что и в условиях экстремального разрежения и холода возможно активное формирование рельефа под воздействием атмосферных явлений и субилирования льдов, аналогично процессам, наблюдаемым на Марсе и ряде спутников. После длительных исследований стало ясно: мир Плутона сложен и многогранен. Он продолжает дарить ученым новые сюрпризы. В поисках следующей загадки исследователи обратились к объекту пояса Койпера, известному как Аэродх или Ультима Туле, название которого можно трактовать как «край света». В январе 2019 года аппарат сблизился с этим телом на рекордном расстоянии – порядка 4,1 миллиарда миль от Солнца, впервые позволив изучить одного из древнейших объектов пояса Койпера. Аэродх представляет собой контактный бинар, 2 неправильные формы, смежные друг с другом, наподобие космического снеговика. Его общая длина около 22 миль. Одна часть примерно 13 миль, другая около 9 миль.
Поверхность оказалась гладкой и однотонной с красноватым оттенком и небольшим числом кратеров, что говорит о древности и высокой сохранности. На поверхности видны крупные бугры диаметром до 3 миль, вероятно, образовавшиеся в процессе медленного и мягкого накопления материала. Без жестоких столкновений анализ структуры показывает, что объект сформировался аккуратно и постепенно, без разрушительных ударов. Сходство цветовых и химических характеристик обоих лобов указывает на образование из одной и той же области ранней протосолнечной туманности. Их взаимная ориентация и выравнивание свидетельствуют о том, что части вращались вокруг общего центра и медленно сливались в единое целое. Сценарий мягкого слияния, в отличие от хаотичных столкновений, присущих многим планетоземальным процессам. Гипотеза о схлопывающемся облаке подтверждается текстурой и составом поверхности. Постепенное соединение частиц близкого происхождения образовало нынешнюю структуру. По словам некоторых специалистов, частицы словно медленно притягивались друг к другу, образуя единый объект, наподобие группы первоначальных друзей, которые со временем срослись.